градусов? Блин, постельный не взял 13,6. Нормально. Нашли такие сморчки. Вроде. Но они все погрызаны, конечно, нечистые. Мыши едят. Идем ставить фотоловушку. Я видел, как они а этот вообще уже... А этот кто-то раздавил, кто-то ходил. Угу. О, ты посмотри! Это трэш, ты посмотри, какие они здоровые. Я в первый раз такое вижу. Да, вообще. нифига. Но мы не знаем, как их готовить. Если Да бы мы вроде знали, так же. как их готовить, мы бы их приготовили. В следующий раз будем знать. Какой маленький, красивый. А в следующий раз их уже не будет. Ну да, такой сезон. Вот эти вот никто не поел, посмотри, вообще идеальные. Так надо там собирать и на заморозку. Вот это новый валежник. Мощное дерево. Мы вот тут уже брали. Ну упало-то, да? Ну, видимо, да. Там тоже повалило за собой несколько. А ну, друзья, кто знает, съедобный ли это гриб? Я думаю, что да. Я думаю, что это сморчок. Съедобный. Они вроде как съедобные, полые внутри, в ножке и в шляпке. И вот еще здесь растет, смотрите. Еще один. Вот, друзья, совсем недалеко, не выходя от дома, у нас как раз таки растут пестики, сморчки, саркосомы. Сезонные. Все сезонное сейчас растет. Вот еще посмотрите, какой здоровый. О, прям улитка его там. Вот, друзья, саркосомы. Тоже грибы. Пожалуйста, с жидкостью. Вот такие, друзья, смотрите, сморчки растут. Чистые, не поеденные никем. Вот тут еще один рядышком. Вот такие растут самые первые грибы. Сморчки и саркосомы. И это все вот рядом с хижиной. Вот хижина. Гниль, наверное. Потому что цвет такой рыжеватый. Цвет гнили. Ну, если походить тут по поляне
Я думаю, можно найти много. Ну, корзина наберется. Корзина наберется, да, 100%. Во многих странах деликатес это. Для улиток тоже деликатес. Улитка едят, значит съедобно. Папоротник растет. Только-только распускается. Вот здесь тоже. А тут такая полянка. Кто? Тоже есть? А я тут пока что не замечаю. О, блин, елки-палки. Просто целая поляна. Посмотри. Там просто как будто бы он решил там весь кусок земли зарасти. Вон здесь смотри, сколько их тоже. Ну вот это да, конечно. Сейчас будем замачивать пестики. Кого как называются, мы называем пестики. Будем замачивать солью, чтобы всякие насекомые вылезли отсюда. Отварили по 2 картошки. И сейчас ее с копченой скумбрией будем кушать. Вкусно. Друзья, всем привет! Сегодня решили продолжить тему с уборкой. И решили не просто убрать здесь все, но и обработать от клещей, потому что я вчера даже вот в тапочках ходил, и мелкие клещи, красные и черные, мы их в свое время называли Эльвира и Валера, цеплялись на ноги и ползали по ногам. Здесь расчистим, потом обработаем от клещей, средства покажем. В любом случае будет заметно, работает средство или нет, потому что мы будем сюда приходить, будем смотреть на Хьюго, будут ли клещи или нет. Вот он там вот спит. Сейчас делаем самодельные грабли, как мы делали в прошлый раз в избе. Это из гвоздей и бруска. Ну вот Хьюго офигительная приманка на клещей на самом деле. Сколько-то мы снимать успеваем, сколько-то, конечно же, нет. Но вроде как, я не знаю. Вот вчера сняли клеща полностью насосанного и живого. С ошейником. Ну, это ошейник барс.
я не знаю, не работает. Да, стало намного выше. Подниматься на террасу нужна лесенка. Ступенька. Так, стало немного получше. Уже даже успела подсохнуть земля после того, как мы отсюда убрали мусор. Сейчас пытаемся разобрать вот этот пень, который надо было разобрать еще в том году. Но мы уже не стали на него тратить силы, потому что убирали пень внутри, который был, чтобы сделать пол. В принципе, у Миши получается ковырять. Посмотрим. Ну это все, он дальше уже этот плотный идет. Вот так. Идет. Подкопать бы, конечно, вот эту сторону. Добавляю чеснок сушеный, приправу для шашлыка и паприку красную. Во, другой разговор. Это также надо сделать.
Ставил я сегодня фотоловушку на ночь вот туда вот на пенек. Думал, может, мало ли утки прилетят, но не было. Фотоловушка была пустая. Хьюго только здесь прошелся, она сработала. Вторую фотоловушку ставили в той стороне, напротив хижины. Там тоже попался только Хьюго. Куда-то ломанулся просто в ту сторону. Вот он, кстати, вышел. Он в хижине лежит, здесь ему жарко, а в хижине немножко попрохладнее все-таки. Ну, как специя. Да. Соли немного не хватает. Природа воодушевилась свиным ухом. Вот это тоже сморчок. На ухо похож. На свиное. Хьюго залез в воду. Но совсем чуть-чуть. Вот, лучше стало Хьюго. Надо было дальше идти, Хьюджин. Хьюго. Все, радостно. Друзья, сегодня день такой, что пора валить домой, похоже. Объясняю, почему нам пора ехать домой, потому что Мишаня уже укусил второй клещ за сегодня, за день. А я ударил себя топором по ноге. Хорошо, что все обошлось небольшим порезом, потому что аптечки у нас здесь как таковой нету. Я сделал как смог, намотал салфетку и все пластырем медицинским. Вроде все держится. Идем сейчас за корягой. Будем делать из нее люстру. Сейчас возьмем ее, ошкурим. Там ее обглодал уже лось. Может, еще и зайцы. Вот муравейник тоже кто-то разрыл весь. Большой муравейник был. А вот и осина. Мы ее как-то брали уже. Куда-то нам надо было ее. Она вот оттуда сломалась. Там вон висит еще одна. И вот это мы возьмем на люстру. Метра вот тут.
Вот все, как и Ренат говорил, полое внутри. Особо даже грибами не пахнет. О, тут не один. Не один. Да, два. Смотри, не по одному растут, как обычные грибы, считай. Да. По минут 15 с каждой стороны сейчас поготовим. Жар очень сильный. Должно быстро приготовиться. Все приготовилось. Будем кушать. Рыбу уже поел. А ты иди теперь, докажи. Все приготовилось. Все ништяк. Ух ты. Ух. Ну, мерцает, но видно, в принципе. Ну, плохо видно.
Друзья, есть вот такая заготовка. Сейчас мы ее обчешем, сделаем белой. Мы купили 5 метров светодиодной ленты и хотим сделать какую-нибудь красивую люстру в хижину, чтобы она не выделялась по стилю и хорошо освещала помещение. Друзья, есть вот такая светодиодная лента. Самая обыкновенная, самая дешевая. Ну, не самая дешевая, она в силиконе идет. Желтенький цвет. И вот с таким аккумулятором хотим ее запитать. Уже пробовали, все горит. Два контакта, плюс на плюс, минус на минус, и все горит. Сейчас хотим прикинуть, примерно обмотать эту люстру, так ее назовем уже, и посмотреть, насколько хватит светодиодной ленты. Хьюго вон там, он лежит, его комары кусают, чешется, мы его зовем сюда на лежанку, он сегодня идет. Наверное, здесь жарко. А вон идет. Идет Хьюджик. Закусали. Друзья, надевайте собакам ошейники, им очень хочется, чтобы их под ошейником почесали. У нас у Ницы с Перри также. И Хьюго тоже глаза закатывает, когда вот начинаешь вот так ему чесать. Он, кстати, уже стал попроще. Вот смотрите, видите, я уже ошейник трогаю. И он уже не убегает, не боится. Клещей вроде на нем нет, осматриваем. И, кстати, клещей вообще в принципе стало поменьше после прошлой обработки. Я все-таки здесь прошелся. Ну, не так прям основательно, но прошелся. И клещей меньше стало, да, намного. Это хорошо. Блин, маловато. Слишком низко. Ой, высоко, она пониже. И вообще сюда как будто бы надо еще немного. Ну там-то вообще потом не будет. Тогда мы сделали короткую. Ну блин, светодиодная лента только на нее хватает. Угу. Ну вот так как-то, да, что? Здесь будет добавок, что он это добавочный. Ну да, да, туда в центре где-нибудь. Давай вот так. Нет, немножко сюда. Вот так, да. Тут. Тут. Что-то Хьюго грустный какой-то. Наверное, то, что мы никуда не едем, просто сидим на месте дома. Так, закрепили крючки. На самой люстре получилось 4 крючка. На матнице получилось 3 крючка. Сейчас протянем ленту. Примерно тоже ленту уже прикинули, как это будет. Сделаем сейчас под аккумулятор паз, чтобы он там без проблем вставал и не падал. Минус то, что у ленты очень короткий провод, мы этот момент не продумали, и поэтому аккумулятор будем тоже цеплять к люстре. Чтобы просто два проводка на плюс на минус соединил, и горело все. Сюда надо 3 оборота. Раз. Тут второй, тут третий будет.
Кстати говоря, друзья, на фотоловушку попался медведь. Там кадр буквально 7 секунд. Такой классный медведь. Короче говоря, вот все-таки нужно было просто найти места, научиться распознавать, где звери ходят. Мы более-менее в этом уже начинаем разбираться. И снова хочется новые фотоловушки, короче, заказывать, чтобы где-то в каких-то других местах ставить. А еще, друзья, мы купили такой большой брикет соли. Куда-нибудь поставим и поставим на него фотоловушку. Надеюсь, какой-нибудь зверь подойдет и начнет облизываться. Там уже держится. Держу. А, вот там вот еще. Да. Еще? О, все, все. Вообще прикольно. Как интересно светить будет. Так вот, друзья, все выглядит. Ну, прикольно. Прикольно выглядит. Антуражненько. Интересно. Ее нужно покрасить как в какой-нибудь темный цвет. Почему-то вот именно в темный хочется. И как будто бы она смотрелась бы еще лучше. Вот так пока что вот так вот аккумулятор там будет висеть. Ну, стоять на люстре. Сейчас зажжем огни первые, друзья. Так. Давайте закроем дверь, чтобы было здесь потемнее. Выключим везде свет. Подожди, надо подключить сначала. В хижине все равно... Вау! Я уже видел это. Это уже круто. Люстра вообще крутая, друзья. Все лучше и лучше стоит хижина. Друзья, что еще хочется добавить? Вот такой аккумулятор. Его хватает на 30-40 минут света для светодиодной ленты. Лента светодиодная слегка нагревается. На ощупь не так горячо. Но это из-за того, что ее 5 метров, поэтому так быстро она аккумулятор сажает. Вот он еще горит, но я думаю, что это явление сейчас очень быстро закончится. У нас есть еще один запасной, но этот аккумулятор нежелательно бы сажать. Пусть он тут лежит, как себе и лежит. Друзья, как-то вот такую кисточку нашли. На дереве росла, на веточке. Мох такой. Вообще красивый, плотный, густой. Друзья, ну что вы думаете по этому поводу? Фигня или годится? Или даже кто-то возьмет себе и может куда-то сделает, доработает как-то и сделает. Может лучше, может хуже. Но мы считаем, что, во-первых, все освещает, во-вторых, выглядит красиво, полностью со стилем деревянным. Взяли вот такую вот бечевочку и натянули с этой стороны 4 крючка, сверху 3. Все показывали, вроде пытались подробно показать. Ничего сложного в этом нет. Ленту перевязали вот такими веревками, их почти не видно, это обычный шпагат. Расщепили его и сделали вот такой вот небольшой. И все нормально держится, горит, все светло, вообще прекрасно, уютно. В следующий поход приедет Радик, скорее всего. Надо будет 3-й лежак делать. Ну, короче, подготовиться нужно будет.
Ну, друзья, много работы проделали снова, как обычно. Обработали от клещей, и это вроде помогло, и это круто. Да, клещей нету, уже не попадаются на нас. Прикольное освещение тут сделали. Да. Очень красиво стало выглядеть. Внутри добавился свет, тоже стало очень красиво и уютно. Друзья, если вам видео понравилось, обязательно ставьте лайки, Подписывайтесь на канал. комментарии пишите, в Телеграм подписывайтесь. Всем пока! Всем пока. Нашли тропу звериную. Хьюго там тоже уже ходит, нюхает, что-то жует. И сейчас поставим вот такой камень куда-нибудь здесь. Полянка такая большая. Сейчас ножом поковыряю, может Давай. получится немножко углубить. Получится. До центра сгнившая. Да, вот так вот установили. Фотоловушка, соль. С любой стороны подход видно. Мы пошли дальше. Еще прогуляться хотим. Да. Прогуляемся. Знаете, друзья, такая особенность. Очень мало клещей, фактически вообще нет. И мы думаем, что это связано с пыльцой. Потому что очень много пыльцы. Вон даже сейчас видно, что О, такая да, пыль. да. И Сдувает. ни одного клеща за поход. Ну, были, но совсем немного, и все в лесу пойманы были. Красавчик! Где у нас собака? Сзади была тебя. Офигеть. Юга! Я только видел его следы. О, красавчик какой, а! Юга!